Привет всем любителям геометрии. Знаменитая задача с южнокорейского экзамена за 9 класс. Что дано? Дан треугольник АБЦ со сторонами 13, 14, 15. И вот построена окружность, которая касается стороны BC и продолжений двух других его сторон. И требуется найти радиус этой окружности. Ну, естественно, без всяких формул. Потому что многие знают, что такая окружность называется вне вписанной для треугольника АБЦ, и есть специальная формула. Радиус этой окружности через три стороны. Но, во-первых, эта формула встречается не во всех учебниках. Я смотрел, например, от Атанасяна, Мерзляка учебник там для углубленного изучения в Российской Федерации, так быстро не нашел эти формулы. Может, они есть, где-то напишите. Ну, скорее всего, на экзамене ими пользоваться нельзя. В любом случае, где письменное решение, надо будет вспомнить эту формулу, но она очень плохо запоминается школьниками. Ну, и либо ее вывести. Таким образом, будем искать какое-то другое решение. Я скажу сразу, что я впишу в треугольник АБЦ окружность. Ну, вот используя эти две окружности, я и решу эту задачу. Такой маленький спойлер для тех, кто хочет самостоятельно решить. Ну, а мы начинаем. Итак, я, конечно, буду использовать те лайфхаки, которые мы получили в предыдущих роликах. Буквально вчера я выложил ролик, где у нас были две замечательных ключевых задачи. Ссылочку на него в закрепленном комментарии я оставлю. Смотрите, что мы там доказали, какие две замечательных задачи. Если в угол вписана окружность и проведен отрезок BC, который касается окружности, то длина вот этого отрезка АМ, касательный, равна половине периметра этого треугольника. Доказывать не буду, доказано в ролике, поэтому мы пишем сразу, что АМ равно 1/2 периметра треугольника и равно А плюс Б плюс С пополам, то есть полупериметру. Вот этот факт доказан нами в том ролике. Смотрите, пожалуйста. И второй факт. Если в треугольник вписана окружность, то вот отрезок АФ, часть стороны АС, будет равен b плюс c минус a пополам, где b, c и a – это стороны треугольника. Вот это b, это c, это a пополам. И я сказал там, что если преобразовать числитель b плюс c плюс a и минус 2a, ничего не изменится. Разделив на 2 почлена, получим p малое минус a. Таким образом, вот отрезок равен AF, p малое минус a. Ну, собственно, и все, что нужно для решения нашей задачи. Я уже сказал, что маленький треугольник впишу окружность. Напомню, что стороны треугольника 13, 14, 15. И нужно найти радиус большой окружности. Я проведу радиусы в точке касания. Они будут перпендикулярны касательным. Это все знают. Вот здесь прямой уголок и r малое. Здесь прямой уголок и r большое. И еще известен факт, что центр окружности, вписанный в угол, лежит на биссектрисе угла. Поэтому биссектриса угла пройдет через оба центра. Таким образом, мы получаем два подобных треугольника. Вот этот маленький АО1F и АО2М. Это F, а вот это M. Они подобны по двум углам. Я запишу это первым действием. Треугольник АО1F, АО1F подобен треугольнику АО2М. АО2М. Что следует из подобия треугольников? Из подобия треугольников следует пропорциональность соответствующих сторон. R большое относится к R малому, как АМ, катет большого треугольничка, относится к катету АФ. Я запишу это. Второе действие. R относится к R малому, как АМ к АФ. АМ к АФ. Хорошо. Что такое АМ? АМ – это P малое. Результат задачи номер 1. А что такое АФ? Это P минус А. Результат задачи 2. P минус А. Тогда я получаю, что это равно отношению P к P минус А.
Ну, все. Сейчас я найду P и P минус А. P будет равно 13 плюс 14 плюс 15 пополам. 42 пополам 21. И P минус А будет равно 21 минус 14, 7. Отлично. Когда я поставлю здесь в числителе 21, в знаменателе 7 и получу 3. Откуда будет следовать, что большой радиус в 3 раза больше маленького, 3r. И чтобы решить задачу, теперь требуется найти малый радиус. Откуда я найду малый радиус? Это третье действие. Малый радиус я найду из формулы S равно P, маленькое на R. Откуда следует, что R равно S разделить на P? Откуда я найду S? По формуле Герона у меня же 3 стороны. P на P минус A, P минус B и P минус C под корнем равно P у нас 21, полупериметр. P минус А у нас 7. P минус B будет 6, P минус C 8. Получается 84. Тогда считаю. 84 разделить на P, которая 21, получается 4. Задача фактически решена. Осталось подставить вот сюда четверочку и получить 12. Все, R большое равно 3R малое, 3 у 4 – 12, и задача решена. Ответ 12. Ответ 12. Но я обещал вывести формулу, и вот эта формула здесь фактически записана. По правилу пропорции R равно P умножить на R малое и разделить на P минус A. А что такое P умножить на R малое? Это же S, площадь треугольника. Разделить на P минус А. Ну, иногда радиус называют R, который радиус окружности, которая касается стороны А треугольника. И тогда вот формулу можно запомнить вот в таком виде. Ну, если удастся запомнить, будет очень хорошо. Где-то, возможно, ее примените. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.